yesterday with our discussion about the iconodules and iconoclasts. Итак, вчера мы с вами говорили об иконопластах и иконокластах. And the eventual discussion of the decision that was made in the Second Council of Nicaea. И также мы говорим с вами о том решении, которое в итоге было принято на Никейском соборе. Now, this morning I want to move on then to another bit of discussion that was continuing to occur in these Middle Ages. И также я хотела бы сегодня поговорить о вот том обсуждении, о той теме, которая стала подниматься в средние века. There was a group of people that we call the Franks. Было такое племя или группа людей, которые назывались франки. They were pagan people. Это были язычники. But they were beginning to gain power in the western region. Но в западном регионе они становились более властными и сильными. They originated in the area that we now know of as Germany. И они располагались в той местности, которая сейчас в современной Германии является. And around 496, И в 486 году, which was not too long after the fall of the Roman Empire, точнее, в 496 году, вот, не так уж не намного позже падения Римской империи, there was a Frankish да, 96 год, there was a Frankish battle chief by the name of Clovis, был один предводитель франков, которого звали Кловис, and he decided to become a Christian. и он решает стать христианином. And he led his people to the Christian God. Он ведет своих людей вот за христианским Богом. Clovis even decided to accept the Nicene Creed and say that that was a great thing. Кловий даже соглашается с никейским символом веры и говорит о том, что это прекрасная вещь. And after he had done this, by around 600, the Franks controlled a major part of Europe. И вот после этого события, примерно к 600 году, франки уже контролировали большую часть Европы. They began to control not only major parts of Europe, but also of Italy and just a lot of this area. Более того, они не только большую часть Европы завоевали, но также Италию и большую территорию вообще. Then, of course, there was a guy that eventually became king of this group. His name was called Pepin III. И в конце концов появился человек, который стал королем или царем над вот этой группой, над этими племенами, и звали его Пипин III. He ruled about 754. Он правил примерно в 754 году. Now, one of the things that Pepin III did was to give all of central Italy to the Roman Catholic Church. Вот что сделал Пипин III, это он отдал центральную часть Италии Римо-католической церкви. By doing this, he ended up creating what we would probably call, at least at that time, the Papal States. И таким образом он образовал то, что в то время называлось государство Папай. And so it became a kind of a centralized area now where the Roman Catholic Church began to have more and more and more power and control. То есть вот это стала та центральная территория, на которой римская церковь возымела все больше и больше контроля. Ну вот государство и Папалу, или Папай, the states of Papay. Well, it's like Papal States. That would really indicate the idea of the Pope States. That kind of. То есть он формирует государство папское, вот. Да. Yeah. Нет, папское, просто. Папская область, папская государство. Ну, еще не Ватикан, но папское государство. So it was like this ruler now giving this land to the Catholic Church. И вот получилось так, что когда этот правитель отдал землю католической церкви,
And then from that point, the Catholic Church begins to grow more and more and more in power. Мы видим, что католическая церковь начинает все больше и больше разрастаться в своей власти. Pepin III died, and Pepin's son, King Charles, launched an evangelistic campaign against all of his enemies. Evangelistic campaign. Sarcastically. Умирает, когда Пипин III умирает, то на трон восходит его сын Карл Великий. И первое, что он делает, это он организовывает евангелизационную кампанию против всех своих врагов. Now, like I say that very facetiously. Но это опять же вот с юмором сказано, конечно. Because he was not a great man, not a good man. Потому что он был совсем нехорошим человеком. He became about as evil as the Muslims had become. Он стал настолько же извращенным и нехорошим человеком, как мусульмане по своим поведениям. He was, of course, very, very successful in his evangelistic campaign. Конечно же, в своей евангелизационной кампании он преуспел. But the way he approached it was, be baptized or die. Но как бы вот ключ успеха в его кампании заключался в том, что девизом был такой девиз, что либо ты крестишься, либо умираешь. Вот, выбирай. 90% of the people were favorable to that idea. Вы, наверное, догадались, 90% людей, им понравилась идея креститься. Some of the Germans refused baptism. Некоторые из германцев отказались креститься. And history says that Charles slashed off 4,500 heads in one day. И вот история говорит, что Карл отрубил голову всем 4400 людям. And after he had done that, he went to his camp to celebrate Christmas. Ну, а после вот этого множественного убийства он просто возвращается к себе и празднует Рождество. Now, during his conquests, he made an edict called the Donation of Constantine. И вот после всех своих кампаний завоевательных он выпускает эдикт, который называется эдикт Константин, as in like the name. Like the name Constantine. Да, эдикт Константина. And basically it said, those of you who have been conquered will give us lots and lots and lots and lots of money, and we will give that to the Catholic Church. И вот если в общем суть этого эдикта передать, то он сказал, что все, кого мы завоевали, теперь будут платить очень большие нам налоги, а мы эти налоги будем отдавать в католическую церковь. Все. So he gave more and more power to the Catholic Church, То есть он больше и больше власти передает католической церкви. bolstered their finances И, immensely, конечно же, вот доход церкви становится просто умопомрачительным. and this caused more and more power to be given in Europe to the Catholic Church. И в Европе все более и более силы отдавалось именно католической церкви. In 799, there were a group of Italian nobles who wanted to control the Roman Church. В 799 году были представители знати, которые хотели контролировать римскую церковь. They had a candidate that they wanted to put up to become pope. У них был свой кандидат, которого они хотели выдвинуть на должность папы. But the Catholic Church 799. But the Catholic Church rejected their person they put up. Но католическая церковь не согласилась вот с их кандидатом, которого они хотели продвинуть. And instead put in a guy they called Leo III. А вместо него ставят папой человека по имени Лев III. But these guys were very sore losers. Но вот эти люди, these guys as in church or as this, The guys whose candidate had been rejected, they were very sore losers. Но вот те люди, вот та знать, которая хотела продвинуть своего кандидата, чувствовали себя ущемленными, чувствовали себя проигравшими. So they hired thugs to gouge out the tongue of Leo III. И вот, чтобы как-то исправить ситуацию, они
нанимает человека, который вырезал язык Льву Третьему. And so Leo III, to try to save his life, escaped and went to the palace of Charles. И вот чтобы спасти свою жизнь, как-то Лев убегает и прячется в дворце Карла. And of course, King Charles welcomed him to his palace. И, конечно же, Карл радушно принимает его у себя во дворце. And there were also false accusations that were sent about Leo III, about he was stealing funds from the treasury of the church and so И forth. вот бедному Льву Третьему вообще не сладко приходилось, потому что его обвиняли в том, что он разворовывал имущество, и вот другие разные обвинения в его адрес. So King Charles looked at all these accusations and he decided to declare this Leo innocent. И вот после того, как Карл рассматривает все эти обвинения, он считает, что этот Лев, то есть Лев невиновен, и объявляет его невиновным. This happened on December the 23rd, 800. Это произошло в 800 году, 23 декабря. So now Leo says, wow, Charles has declared me innocent, he's given me refuge, he's given me all this stuff. И вот, по всей видимости, вот те люди, которые должны были вырезать язык, так и не успели вырезать язык Льву, потому что он теперь размышляет и говорит, что да, вот Карл был ко мне так добр, он меня объявил невиновным, он меня приютил, то есть он дал мне столько благ. So, Pope Leo decided to crown Charles, King Charles, as the emperor of the Holy Roman Empire. И вот, как бы в ответ Лев III коронует Карла Великого как нового короля Великой или Святой Римской империи. The Holy Roman Empire. То есть появляется такая Святая Римская империя. This was the first time in history И это, кстати, первый раз в истории, that a pope had basically declared, I can crown an authority and make him an empire. И вот это первый раз в истории, когда папа кого-то коронует, то есть фактически берет на себя власть, во-первых, определять название государства и плюс определять правителя этого государства. And of course, this guy is called Charlemagne, И вот этот King человек, Charles. которого короновали, его звали Карл Великий, или Карл, просто король Карл. Charles the Great, that's the way he's known in Но history. вот в истории он вошел как Великий. But Charles the Great believed that he now was the guardian of Roman Christianity. Но Карл Великий, после того, как его короновали, решил для себя, что теперь он является главным защитником римского христианства. So, with the combination of this Pope and King Charles, they created what they call the Holy Roman Empire. И вот, объединив усилия папа и король Карл Великий, создают действительно вот такую, то, что они называли Святой Римской империей. А это что, год 1400 было? Is that the year when it was created or what? Well, this is kind of a map of the Holy Roman Empire and Central Europe about 1490, Но это, much later. это уже через много лет, то есть это карта, вот, которая отображает территорию Святой Римской империи и Центральной Европы в 1490 году. So it's just I wanted you to see just the general map of the idea То есть of я what просто had happened. хотела вам показать вот общую идею того, как выглядела Святая Римская империя. And this quote, Holy Roman Empire, И вот эта lasted for a long time. так называемая вот такая Святая Римская империя достаточно долго прожила. Of course, always with problems and with skirmishes and different things Конечно happening. же, всегда с проблемами, с какими-то переворотами, с какими-то вещами, которые происходили на территории. Now, after this had happened with Leo, the innocent, После того, что произошло с Львом невинным или невиновным, between 880 and about 890,
the Roman bishop's office, the Pope's office, slipped into very unholy hands. Вот примерно между 800 годом и 890 годом все, что касалось епископов и всех верхушки католической церкви, то есть они скатились к очень несвятым вещам, несвятым поступкам. There was one Italian heiress that was a very, very wealthy woman by the name of Marozia. Была такая итальянка, очень зажиточная женщина, которую звали, то есть она была наследницей, звали ее Морозия. And she controlled the bishops of Rome for about 60 years. Примерно 60 лет она очень эффективно контролировала епископов римских. During those years, she was one bishop's mother, За эти годы она успела побывать матерью одного епископа, another bishop's murderer, убийцей другого епископа and another bishop's mistress. и любовницей третьего епископа. Not a nice lady. Вот не очень хорошая женщина, по всей видимости. In 955, John the 12th was elected. Ее папа. Джон. Да. Guy lived a very devilish life. Очень He was notorious as a sex fiend, sex addict. То есть вот он был известен тем, что у него была сексозависимость. He had sex with men and women in the papal palace, and when visitors refused his attentions, he went ahead and raped them. Такой неприятный мужчина был, то есть он у себя вот в папском дворце, он спал как с мужчинами, так и с женщинами, физически вот со всем, что движется, потому что если кто-то приходил в гости и отказывался от каких-то вот сексуальных утех вместе с ним, он просто их насиловал. You know, Гостей у него, наверное, было немного. it doesn't matter. A person can put on all the nice clothes, all the robes of the Pope, all kinds of nice things, and smile at everybody and still be very, very evil. То есть вот не важно, что ты одеваешь, насколько ты красиво одет, насколько ты улыбаешься красиво, там папа ты или не папа, ты все равно можешь быть очень и очень нехорошим человеком. And this was one of those guys. И это вот один из представителей таких. You know, he had massive orgies Он проводил такие большие оргии and took particular pleasure in defiling holy sites. и особенно ему нравилось обесчещивать, скажем так, святые места With his sinfulness. своей греховностью. Here's some of the accusations that were later made against him. Вот что касается него, в дальнейшем были высказаны следующие обвинения. He ordained a 10-year-old child as a bishop. Он назначил 10-летнего ребенка епископом. He had sex with his niece. Он спал со своей племянницей. He had also raped his sisters. Изнасиловал своих сестер. He turned the sacred palace into a brothel. Превратил вот этот святое место, то есть вот этот дворец папский, просто в дом распутства. He castrated and murdered a cardinal. Кастрировал и убил одного из кардиналов. But probably one of the most famous things that this guy is known for Но вот в историю вошел одно из самых известных его деяний. was as he was becoming pope, Это то, когда он становился папой, he raised a toast to the devil. он произнес тост в честь дьявола. Запомните, вам это пригодится завтра. And invoked pagan gods. И он также провозгласил тост в честь языческих богов. So you talk about corruption in that particular era and time. Вот It was bad. если говорить о коррупции вот в те времена, то там было совсем не сладко. And this one guy was just one of the unholy leaders. И это был только один из представителей вот таких нечестивых лидеров.
Of course, as this was going on, those people in the Eastern church began to look at that and say, oh, those people are not even Christians anymore. И вот когда все это происходило, об этом было известно, то люди, которые были в восточной части, вот восточной At least their церкви, leadership is not. они говорили, что эти люди вообще перестали быть христианами, по крайней мере, And they were лидеры right. далеко не христиане, и они были правы. But they began to pull away a bit from each other. Но вот постепенно они стали расходиться в своих мнениях. The church in Constantinople and Greece and that area didn't really want to have anything to do with this corrupt group that were in Rome. Вот та церковь, которая была в Константинополе, в Греции, вот в той местности ничего не хотела иметь общества с вот этой коррумпированной, страшной группой. And by the time we get to the 9th through 13th centuries, there are three major blows И вот that eventually divide these groups into two different divisions. между 9 и 13 столетием вот произошло три основных таких события, которые полностью разделили вот эти две церкви, эти два направления. В каком году? Между 9 и 13 столетием. So we'll title this, what caused the split between the Catholic and the Orthodox Church. И вот мы назвали этот слайд «Что произвело к расколу между католицизмом и православием?» Привело. So let's look at these one at a time. Давайте каждый рассмотрим отдельно. The first blow Первый удар. was a problem with the Nicene Creed. Проблемы вокруг никейского символа веры. What is this? Is that what that says? Yeah. Okay. In one of the councils of Nicaea, they had agreed not to ever change the Nicene Creed. В одном из никейских соборов они согласились в том, что никогда не будут менять никейский символ веры. Кто согласился? Вот те, кто были на никейском соборе, те и Это согласились. восточная часть. So that was eastern part, right? Well, they both had agreed this Но вот originally. на том этапе, на том соборе присутствовала как восточная церковь, так и западная. То есть все согласились. But the church in Spain decided that they didn't completely agree with the Nicene Creed. Но церковь в Испании решила, что не совсем они согласны с никейским символом веры. And so they added a little bit to the Nicene И вот Creed. к своей копии никейского символа веры они дописали кое-что. The original had said this: В оригинале говорилось вот что. the Spirit proceeds from the Father. Что Дух исходит от Отца. And Spain added, А вот испанская церковь добавила, the Spirit proceeds from the Father and the Son. что Дух исходит от Отца и Сына. And you might say, well, so what? И вот, может быть, вы думаете, ну и чё? Just a little change. То есть изменение это не слишком кардинальное. Not much, doesn't change a whole lot. Немного, не очень меняет суть. But you see, the change became very significant because of that agreement not to change it. Но вот это изменение как бы стало настолько важным просто потому, что был договор о том, что менять они ничего не будут. It was actually in the councils of Ephesus and Chalcedon that they had agreed never to change a word of it. И вот на Ефесском и Калседонском соборах два раза решали о том, что никогда не будут менять вот, текст символа веры никейского. Now the Roman theologians, Римские теологи, they believed that the divine dwells equally in the Father, Son, and the Holy Spirit. верили в то, что божество в равных частях живет в Боге Отце, Сыне и Духе Святом. And that constituted the Godhead. И вот это все было божество, то есть Господь Бог в целом. The Eastern thinkers При этом восточные мыслители believed that divinity dwelled only in the Father, thus lessening the Son and the Spirit. считали, что божество и вся суть божества обитала в Отце, чуть-чуть меньше в Сыне и еще чуть-чуть меньше в Духе Святом.
But they still believed that the Son was divine. То есть они, конечно же, соглашались с тем, что Сын был тоже Богом. But that the Spirit flowed from the Father through the Son to the Spirit. Но Дух распределялся от Отца к Сыну, а потом уже к Духу Святому. And so in 867, И в 867 году Photius, в Bishop of Constantinople, denounced the added phrase. По-моему, его звали Фоки в нашем варианте. Он, то есть, он запрещает, Denounced the added phrase to the Nicene он Creed. запрещает использовать вот эту дополнительную дописку к Никейскому собору. Это кто такой? Это вот один He was the Bishop of Constantinople. это был епископ Константинопольский. So he's over in the east, То есть он на востоке. and he says the Western Church is wrong for allowing this to be added. И он говорит, что Западная Церковь не права в том, что разрешила дописать вот эту небольшую дописку. Well, you see how much stronger now the Roman Church has become as a result of the Holy Roman Empire. Но вот вы видите, наверное, насколько сильно разрослась католическая церковь в результате существования Святой Римской империи. And the Roman Pope had gotten to the point where he felt like he really was indeed the ruler over the whole church, including the eastern part too. И вот папа римский уже считал себя вот на том этапе, что он настолько могуществен, что он в принципе является главой над всем, включая и Восточную Церковь. And he decided that he could negotiate this deal. И вот он решает, что он может просто обсудить и решить как-то в устной беседе вот эту проблему. He said, okay, we will agree to delete the addition to the Nicene Он говорит, Creed. хорошо, мы согласимся убрать вот эту дописанную фразу в Никейском соборе, точнее символ веры. But if we do, Но если мы так сделаем, the Eastern churches have to agree to the Pope's supremacy over all the church. то тогда Восточные Церкви должны согласиться с тем, что Папа является главой над всеми церквями. Well, that didn't set too well with the Eastern church. Но вот как-то переговоры не пошли, не получилось. They had seen the evil, they had seen the corruptness. Они видели все то зло, которое происходило, они видели ту развращенность, которая происходила. And so there began to be a crack. И вот начинается вот такая трещина между ними. Between the Western Между Западной Церковью and the Eastern. и Восточной. This was becoming known more as the Catholic. Эта церковь стала более известна как католическая церковь, This one, of course, was becoming known more as Orthodox. а Восточная церковь стала известна более как православная. But they really hadn't had their official split yet. Вот официального разделения еще не произошло. But this particular thing began to really split them. Но вот эта, кажется, небольшая вещь, она начала их действительно разделять. The second major thing that happened, Второе вот, из основных ударов, которые привели к этой трещине между церквями, happened about 1048. произошло примерно в 1048 году. There were three shoeless pilgrims that walked through the gates of Rome. В Рим вошли три пилигрима, которые не были обуты. Their names were Bruno, Звали их Бруно, Humbert, Гумберт and Hildebrand. и Гильдербранд. А вот на доске написано Бруно, Гумберт и Гильдербранд. And even though these guys were basically very little known, there was so much corruption within the Catholic Church by this time that, who cares who becomes Pope? И вот даже несмотря на то, что эти три человека практически никому не были известны,
Хотя вот церковь на том этапе была настолько коррумпирована, что они решили, что да какая разница, кто становится папой. And Bruno was made Pope Leo the Ninth. И вот Бруно назначают папой Львом IX. Well, Bruno banned priests from marrying. Ну и вот Бруно запрещает священникам вступать в брак. He strongly believed in the Pope's authority over all Christians all over the world. Он, конечно же, верил, что папа это глава над всеми христианами по всему миру. And there came to be a new bishop in Constantinople by the name of Michael. И вот в Константинополе тоже появился новый епископ, звали его Михаил. And he refused to recognize Bruno as Pope. И он отказывается принимать Бруно как папу. And Michael closed every church in Constantinople that was loyal to the Roman Pope. И более того, Михаил закрывает все церкви в Константинополе, которые подчинялись папе. Well, Bruno didn't like that too much. Ну, естественно, Бруно это не очень понравилось, точнее, очень не понравилось. So he sent envoys to Constantinople to restore those Roman congregations. И вот он посылает людей в Константинополь, чтобы восстановить вот эти римские общины. And the person that he sent to represent him was Humbert. И вот человек, который был его представителем в этом походе, в этом приходе в Константинополь, это был Гумберт. And he wrote what in English is called a brash bull. И вот он называет, как бы в истории его называют как упертый бык. Which is really just a notice that's written in the Pope's name. То есть это вот просто примечание, которое было написано в имени папы. Some of this was true, some of it was false. Кое-что из этого было истинно, кое-что из этого было ложно. Bruno accused the Eastern Christians of allowing their priests to marry. Бруно обвинил восточных христиан в том, что они разрешали своим священникам вступать в брак. That was true. И это было истинно. And even though the Catholics had brought in the idea of celibacy, the Eastern Christians didn't agree with that. И даже несмотря на то, что католики приняли для себя идею целибата, то христиане в восточной части не согласились с этим. The second thing that he accused them of was rebaptizing Roman Christians. Вот второе, в чем обвиняли him as in who? Well, maybe not he. I should say the Eastern Church. If you wanted to come into the Eastern Church from a Roman church, you had to be rebaptized. Но вот второе, в чем обвиняли Восточную церковь, это в том, что если член общины Римской хотел прийти вот и быть членом общины Восточной церкви, то его перекрещивали. Что он может написать? Кому Бруно посылает на Восточную? Гумберта. Чтобы он называет вообще. Чтобы он просто вот высказал обвинения, которые у Бруно были по отношению к Восточной церкви. А это вот один из друзей. Их три было: Бруно, Гумберт и Гильдербранд. И вот Бруно стал папой, а послал Гумберта. We're just trying to figure out who. Yeah, who became? Второе Yeah. обвинение. Okay. А? So Второе обвинение какое? О том, что that перекрещивали христиан. that accusation that the Easterners required Westerners to be rebaptized was mostly untrue. И вот то обвинение второе относительно того, что просили перекрещиваться римских христиан, если они хотели стать членами Восточной церкви, в основном было неправдой. Now, what did we say had happened about that Nicene Creed? There was a phrase that was added, И right? вот вы помните, что в никейском символе веры там что, какая проблема была? Что дописали небольшую фразу. Okay. It wasn't that. Then this Pope began to falsely accuse these Easterners of, and this was the third thing. И вот третье, в чем начал обвинять папа Лев IX,
Восточную церковь в том, что that they had deleted the phrase and the Son from the Nicene Creed. что они удалили фразу «и сына» из никейского символа веры. And that was untrue. И это, Третий удар. ну да, и это было неправда. Нет, подождите, это не третий удар. This is not third blow, that was just part of second blow. That's part of the second. Это Well, часть второго, извините. Да, это that was the third thing that was wrong that he То said. есть это вот та третья вещь, которая была неправильной и недопустимой в Восточной Церкви, как говорил Бруно. He said that the Eastern Christians allowed priests to marry, which they То есть вот did, давайте повторим. Первое, это то, что они разрешали священникам жениться, и that это they правда. rebaptized Чтобы Roman их Christians римских if they wanted to become a христиан, part of the Eastern Church, если бы они хотели стать частью Восточной Церкви, which was mostly untrue. что в основном было неправдой. And they had deleted the phrase and the Son from the Nicene И Creed. третье, это то, что они якобы удалили фразу «и сына» из никейского символа веры. And that was false. А это было на 100% неправдой. But as a result of this, because of these accusations going forth and total disagreement between them, Но из-за этих обвинений, из-за этих непониманий между ними, then the split got bigger. вот эта трещина между ними становится еще шире. So that was the second one. Это второе. How would we summarize that second one? What would we say maybe as the... Но вот если обобщить вот, весь второй довод или второй удар, то как можно сказать? Maybe we could say that on the second one that false accusations Наверное, второе можно записать как неверное или лжеобвинение, caused that problem. Caused the second major problem. которые, в принципе, и стали вторым основным ударом. So you have an added phrase is the first thing from the Spanish church. И вот самое первое, это, то есть первый удар, это добавление Was the first problem. символа веры. And the second problem was false accusations that came from Bruno. Ложное обвинение от Бруно. But then the third and final blow Но вот третий и последний удар were the Crusades. это крестовые походы. So we'll discuss the Crusades a little bit. И мы немного поговорим о этих походах. Of course, several things have happened on a number of years between Islam and those people who were Christians and Jews. На протяжении всей истории происходили также события между исламом и христианами и евреями. The Muslims, of course, controlled Jerusalem. Мусульмане на том этапе контролируют Иерусалим They made Christians and Jews pay tariffs. и заставляют, чтобы христиане и евреи платили налоги большие. They tried to make Christians convert to Islam, and if they did not, many of them were killed. Заставляют христиан обращаться в ислам, а если те не обращаются, то многие из них погибают. There ended up being a lot of Christian and Jewish blood shed И вот в результате чего проливается очень много как еврейской, так и as a христианской result of крови. the conquest of Islam. Вот после захвата ислама. And again, I don't blame it completely on Islam, but they had their share of the fault. И я не возлагаю всю вину на ислам, но они сыграли достаточно большую роль. Now, by this time in the Middle Ages, one of the great things that people loved to do was to take pilgrimages. И вот во времена Средневековья популярным движением было пилигримство. Anywhere that they could go where there might be some kind of, quote, holy relic, То есть вот они стремились пойти в любое место, где, как они слышали, была какая-то святая реликвия. then they would go to those locations. И вот люди толпами ходили, смотрели на эту реликвию. But the supreme pilgrimage, the thing that would be, oh,
most wonderful to be able to do would be to go to Jerusalem and see where Christ was born, where Christ died, all of this stuff about Christ. Но вот самым великим, самым прекрасным, что мог себе представить пилигрим, это был поход в Иерусалим, чтобы увидеть, где родился Христос, где он ходил, вот как он умер, и вот все это увидеть своими глазами. But Christians were being kept from going into Jerusalem for the most part, Но в основном христиан не пускали в Иерусалим. and thousands of Christians had died. И тысячи христиан умирали. So in 1095, И вот в 1095 году there was a pope by the name of Pope Urban II. был папа по имени Урбан II. He preached a very influential sermon. Он прочитал очень хорошую проповедь, очень повлиявшую проповедь. And in the sermon he said, "Your Eastern brothers have asked for your help. И в этой проповеди он говорит, что ваши восточные братья просят вашей помощи. Turks and Arabs have conquered their territories. Турки и арабы захватили их территории. And then he said, I, or rather the Lord, beg you, Нет, скорее Господь умоляет вас. destroy that vile race from their lands." Разрушьте эту расу и выгоните ее с нашей земли. And so he called for a holy war. То есть он призывал вот к святой войне. So just like Muslims sometimes have what they call holy wars, here was people who claimed to be Christians that called for a holy war. И вот так же, как мусульмане иногда призывают к святой войне, то вот мы видим здесь христиан, так называемых христиан, которые тоже призывают к войне во имя Господа. And the crowd began to chant, "God wills it, God wills it, God wills it." Толпа, которая слушала его проповедь, начала кричать: «Этого хочет Господь! Этого хочет Господь!» And thousands of people put crosses on their tunics. И тысячи людей нарисовали на своих одеждах символ креста. Made cross flags Сделали флаги с изображением креста. and began to move toward Constantinople. И начали двигаться на Константинополь. They agreed, we will meet in Constantinople and there we will fight these Islamists. Они соглашаются на том, что все они встретятся в Константинополе и потом пойдут сражаться с исламистами. And so the first crusade now is underway. И вот выходит первый крестовый поход. Now, here's again something you need to understand. Еще кое-что, что мы должны понимать. Many of these people that put the cross on their tunics Многие из тех людей, которые нарисовали крест у себя на одеянии, were not people who really knew and understood the teachings of Christ. не были теми людьми, которые действительно знали и понимали учение Христова. Many of them were knights Многие из них просто были рыцари, that had been fighting and protecting some of these different castles and so forth. которые просто всю жизнь боролись и воевали и защищали вот те замки, в которых они трудились. They claimed to be Christians, Они называли себя христианами. but it was sort of like people today, many times you ask them, well, are you a Christian? And they said, oh yes, I'm a Christian. Но это так же, как сегодня. Многих людей можно спросить, сказать: «Ты христианин?» Он скажет: «Конечно, я христианин». You know, I never go to church, Может быть, я в церковь не maybe всегда once a хожу. year, Может быть, раз в год хожу. but I'm a Christian. You know? Но я христианин. And people do that all the time and have throughout history. И люди на протяжении всей истории, вообще, в принципе, постоянно. It's not because they're real disciples of Jesus Christ. То есть не потому, что они настоящие последователи Иисуса Христа. And so thousands of these guys like this, with sword in hand, they're knights, they're ready to fight, they want to go into battle, they start heading toward Constantinople. И вот тысячи людей, которые являются рыцарями, которые готовы к схватке и начинают идти по направлению к Константинополю. So they start coming, and they're coming all the way from all different parts of this Holy Roman Empire, И вот они идут из всех частей Святой Римской империи, including as far away as England. включая даже Англию. The word really spread. То есть вот это слово, эта новость расползлась.
One of the guys that's a very famous guy in the First Crusade is a man by the name of Peter the Hermit. И вот один из самых известных представителей первого крестового похода это человек по имени Петр Отшельник. Peter had not bathed in years. Петр не очень любил купаться, то есть он годами не мылся. He rode a donkey, Ездил на осле, and some eyewitnesses said he looked like the donkey. и вот те люди, которые его видели при жизни, говорят, что он в принципе на осла и похож был. Это первый предводитель. Ну, это один из известных представителей первого крестового похода. But everywhere he would go, he would preach, and he would say, well, the Pope has called us to go to fight Islam. Но вот куда бы он ни ходил, он везде проповедовал, говорил, что Папа призывает нас идти бороться с исламом. So it wasn't too long till 20,000 men came to Constantinople. И вот через какое-то небольшое время 20 тысяч человек собирается в Константинополе. And of course, this creates chaos in И Constantinople. естественно, в Константинополе начинается хаос. Constantinople didn't have that many hotels, Ну, конечно же, там не было столько гостиниц. houses for people to stay in. Или там домов, где могли бы поселиться эти люди. And so the emperor at that time ferried across a bunch of them over to this side to try to get them out of Constantinople. И вот император того времени пытается на пароме перевести их с одной стороны на другую сторону, чтобы как-то разгрузить вот, плотность населения Константинополя. These guys were warriors. They were, many of them, very uncouth guys. Uncouth. Real lowlifes, kind of guys. Спасибо. И вот многие из этих людей, которые собрались там, были воинами, то есть они были вот неискушенными и, ну то есть просто вот из самых нижних слоев общества. And for 2 months they pillaged homes in Constantinople and the area. 2 месяца они грабят дома, которые находились в Константинополе и в местности Константинополя. Then they finally rode out to go out and try to attack the Muslims, and they rode into a Muslim ambush, and many of them were killed. В конце концов они все-таки собираются, идут в наступление на мусульман, но попадают в ловушку, и многие из них погибают. Peter was still in Constantinople, Петр, отшельник, который все еще находится в Константинополе. and he joined another group of princes and lords that had come down to fight the Muslims. И вот он присоединяется к группе лордов и, не королей, но принцев, которые приходят для того, чтобы бороться с вот этим страшным явлением мусульманства. And these guys clashed with the Muslims in Antioch and continued on to Jerusalem. И вот они сходятся в схватке в Антиохии и продолжают свою борьбу до Иерусалима. On July 15th, 1099, И 15 июля 1999 года Jerusalem fell to the Royal Crusaders. Иерусалим падает и сдается крестоносцам. And in this particular battle, 1099 год. the descriptions of it says that Muslim blood flowed ankle deep. И вот в этой конкретной битве говорится о том, что кровь мусульман лилась вот до костяшки в ноге. But these crusaders did a lot of things that were very evil as well. Но эти крестоносцы тоже натворили вещей, которые были вот, совсем нехорошими. Not only were they using the sword to fight the battles of Christianity, Во-первых, они пользовались мечом, чтобы как-то защитить христианство. they also hurt a lot of people who were also claiming to be Christian because they were just flooding their cities and taking from people and doing all kinds of bad things. Более того, они нападали на тех людей, которые тоже говорили, что они христиане, крали у них и вот делали страшные вещи. They also torched the synagogue Также они подожгли синагогу and burned Jews alive. и сожгли заживо евреев. This was one of the times when it was awful.
in the history of Christianity where there was wholesale slaughter in Christ's name. И вот это ужасно, что был такой период истории, когда во имя Христа просто убивали, резали людей, не задумываясь ни о чем. Peter the Hermit was one of these guys that helped organize it. Петр Отшельник был одним из организаторов этого похода. But one of the things that he's also noted for is the development of the rosary. Но вот за что известен также вот этот человек, за то, что он придумал розарий, вот знаете, четки. For those of you who don't know what a rosary is, Для тех, кто из вас, кто не знает, что такое четки, it's a series of beads это вот такая бусины, то есть, ну как, бусы сделанные, that people used to count prayers. которые используются для того, чтобы отсчитывать количество молитв, которые ты произнес. So if a person was told, well, you need to say 100 Hail Marys, То есть вот если человеку сказали, что ты должен там, помолиться 100 In раз order to repent молитвой of Ave sins. Мария, для того, чтобы как-то простились твои грехи, well, the rosary that might have, 20 beads on it would help them count. то есть вот человеку, вот, если у него есть четки, на которых, допустим, 20 бусин, ему уже проще было считать. Hail Mary, Hail Mary, Святая Hail Мария, Mary, Святая Hail Мария. Mary, Hail Mary. И вот And, 100 раз. and that would be a way that it was used. То есть вот таким образом использовались четки. Well, Peter the Hermit is one who was believed to have been the designer of that А idea. вот Петр Отшельник был одним из дизайнеров, скажем так, этой идеи. Of course, one of the things that the Crusaders really became a target of the Crusaders was Hagia Sophia in Constantinople. И вот еще одна цель крестоносцев был собор Святой Софии в Константинополе. This was very precious to, at that time, the Christians of Constantinople. Это строение было очень важным вот в то время для христиан Константинополя. But a lot of things were pillaged and taken from it during the Crusades. Но во время крестового похода этот собор был разграблен, и многие вещи исчезли из него. Of course, today it's Islamic Но вот сегодня мы видим, что это мечеть. and it's used by Islam. Используют ее мусульмане. So that was the third major thing that happened that caused the split between the Catholic Church and the Orthodox Это Church. вот третья причина, третий удар, который фактически последний удар для вот разделения между католичеством и православием. A lot of the rape, the pillage, the destroying in Constantinople was not done by the Muslims, but was done by people who call themselves Christians, primarily from the Roman world. Очень страшно, но вот большинство грабежей, убийств и всех этих страшных вещей, которые происходили, допустим, в том же Константинополе, это были продукты действий не мусульман, против которых боролось христианство, а вот тех самых христиан, так называемых христиан из римской части христианства. So the Eastern Church made a decision to decide we are not going to be brothers with those Westerners that have come down and destroyed a lot of what we own. И вот Восточная Церковь решает, что мы не можем называть братьями тех, кто пришли, разграбили и убили то, что было нам близко, то, что было нам And дорого. so there becomes this split И вот происходит разделение between the Roman Church между Римской Церковью and the Church in Constantinople or the Orthodox и Church. Церковью в Константинополе или Православной Церковью. So that happens about 1099. Но вот примерно дата разделения это 1099 год. Of course, there were more than just one crusade. Конечно же, крестовых походов было больше, чем один. There's disputes about how many there really were, but most people say there were at least 4 crusades. И вот есть споры относительно того, какое количество было крестовых походов, но говорят, что, вот в основном соглашаются, что было как минимум 4. And some say as many as 6 or 7 crusades. Некоторые говорят, что их было 6 или даже 7. In the 4th crusade, Вот в 4-м крестовом походе the Crusaders intended to destroy the Muslim army even based in Egypt.
крестоносцы хотели разрушить мусульманскую армию, даже вот ту, которая располагалась в Египте. Because the Eastern emperor had spoken out against what these crusaders were doing, they also wanted to dethrone the Eastern emperor. И вот так как восточный император высказался против крестовых походов и того, что происходило во время крестовых походов, то они хотели также прийти и свергнуть императора. And so the people of Constantinople didn't like this intrusion into their affairs. И вот, конечно же, константинопольцам не очень нравилось вот это вмешательство в их дела. And the Crusaders had several times plundered Constantinople, had destroyed, Да, и несколько раз taken крестоносцы things. грабили и вот пытались разрушить Константинополь. And because of what the Crusaders had done, one Eastern writer even lamented, "The Muslims are merciful compared to these men who bear Christ's cross on their shoulders." И вот вследствие того, что делали крестоносцы, один из писателей того времени даже пишет о том, что мусульмане милостивы по сравнению с тем, что творят крестоносцы, которые несут на себе символ креста. So that's a really terrible part of history. То есть на самом деле это очень страшная часть истории. People who should have known better did not. Люди, которые знали, как нужно поступать, и не поступали. So, again, there have been many things in the name of Christ that have been evil and wrong. Во имя Христа было произведено так много разных вещей, которые были неправильны, которые были в корне неправильны. Just as there have been many things in Islam that have been evil and wrong. Так же, как и в исламе, есть множество тех вещей, которые неправильны и злы. Now, what's our job? В чем же наша задача? Our job is to recognize history and recognize it for what it was. Наша задача в том, чтобы видеть историю и принимать ее такой, какая она есть. But our job is to preach the gospel, get people to be real disciples of Jesus Christ. Но более того, наша задача в том, чтобы проповедовать Евангелие и людей действительно сделать последователями Иисуса Христа. And not follow in the footsteps of ignorant, evil men. И не следовать стопам вот таким незнающим и таким злым людям. Okay, let's take a break. Пойдемте на перемену.